Всем привет, друзья! Как поживаете? Ну что, вот уже несколько недель, как со мной путешествует Лена, которую я подобрал, нашел, открыл для себя. Моя жизнь превращается из спокойной, умеренной и предсказуемой в какой-то неконтролируемый хаос, но обо всем по порядку. Друзья, мы забрались куда-то очень далеко. Тагил! Булка с маком, а ватрушка с кулебякой. Давайте я расскажу по порядку вообще, как так все получилось, и как Лена нашла меня, как я нашел ее, и почему мы решили поехать дальше вместе, чтобы всем было вообще понятно, что, как и откуда. Значит, наш общий знакомый Слава Уэй, Лена и он были знакомы какое-то время, он был ее подписчиком и следил за ее путешествием, я так понимаю, она тоже следила за ним. Поскольку я общаюсь со Славой тоже очень часто и много, он передал Лене, что вот есть еще один автодомщик, который сейчас находится на штат выше, в Монтане. А Лена очень хотела посетить Монтану, то есть это было в ее путешествии в планах. И мы списались, я сказал, конечно, мне только компания и еще один человек, с которым можно ходить в походы, будет прикольно. Поэтому приезжай, похайкаем вместе и покажу тебе национальный парк Монтане, Glacier Park. Вот, собственно, на этом вся драма заканчивается. По итогу Монтаны мы, значит, пропутешествовали там где-то около недели. Показалось, что все комфортно и все даже здорово. Нам интересно вместе гулять, нам интересно вместе общаться. И с бытовой точки зрения тоже ей удобно, и мне приятно, что как бы Лена помогает мне с какими-то бытовыми вещами. Мы решили продлить наш отпуск для двоих. И поскольку наши дальнейшие цели, наши дальнейшие маршруты тоже совпадали, и Лена хотела посетить штат Вашингтон, и я тоже, у нас был выбор, по сути. Либо мы могли каждый ехать рядом друг с другом параллельно и потом встречаться на каких-то ночевках. Но тут был нюанс, потому что Лена, как вы помните, едет на скутере, который может ей выдавать там, на котором она комфортно чувствует, проезжая там со скоростью 40-50 км в час, не больше. А до Вашингтона идут highways, идут автострады, которые 100, 120, 130 км в час, и, конечно, она на таких ездить не сможет. Другие дороги, на которых ездить медленно может она, в основном это гравийка, в общем, она очень не безопасная тоже. И мы подумали, решили, я предложил, что давай мы просто купим крепление для моего автодома и загоним на него твой скутер и просто поедем вместе в автодоме в Вашингтон. В принципе, это не такое большое вложение, это крепление там стоило $100. Для наших ежедневных трат это просто там 2-3 дня еды. Так что купили крепление, установили скутер, он прекрасно встал. Единственное, что, конечно, у меня теперь немножко еще больше увеличился тормозной путь на автодоме, пришлось немного привыкать. Но это дало нам мобильность и возможность не ждать друг друга, а вот просто ехать вместе, куда хотим, по любой трассе, которую хотим, и как бы в тепле и комфорте. Вообще, какой смысл путешествовать вдвоем? Ну, это если так вот по чесноку, да? Ведь особенно парень с девушкой. Наверное, есть какие-то банальные стереотипы, что вот, ну, во-первых, общение, да, во-вторых, девушка может там готовить, убирать, там что-то еще делать, пока парень берет на себя, скажем так, финансовую сторону вопроса, какое-то там обслуживание машины, вэна и так далее. Мы с Леной оба взрослые, самодостаточные люди, которые привыкли все делать сами и которым никто не нужен для помощи. Вот, поэтому у нас как немножко другие вылазят на поверхность плюсы и минусы. Давайте начнем с плюсов. Плюсы — это самое классное. Во-первых, действительно, мы много путешествуем, и нам
мне не с кем было разделить радость от этих путешествий. Когда ты приходишь в какое-то классное место, когда ты видишь там восход, закат, гора, река, все что угодно, ты стоишь такой один и думаешь, вот блин, вот был бы кто-то рядом, кто бы мог с тобой также сказать, ну классно же, и поделиться этим друг с другом. Вот этого не было, и сейчас эта возможность есть. И сейчас мы можем вот посмотреть в глаза друг другу вот в этом моменте и понять друг друга без слов. Это очень классно, когда ты чувствуешь, что есть кто-то рядом с тобой, кто тебя понимает и кто разделяет твои радости. Как минимум, это помогает мне понять, что я не одинок в своих приоритетах, в своих интересах, и что есть люди, которые такие же, как я. А значит, со мной все в порядке, да, потому что когда ты ездишь один, ты такой думаешь, а вообще, может, я чем-то не тем занимаюсь, может, моя жизнь какая-то неправильная, потому что все остальные нормальные люди ходят на работу, там, заботятся о семье и так далее. Но когда ты встречаешь единомышленника, который рядом с тобой говорит, да нет, все нормально, я такой же, то это психологически гораздо легче, помимо уже просто разделения радости от момента. Второй момент – это общение. Конечно, я люблю и помолчать, но и поговорить тоже иногда люблю, особенно когда хочешь поделиться впечатлениями или обсудить какой-то дальнейший план, а не с кем. И вот сейчас у меня есть рядом человек, с которым я могу что-то обсудить. Я могу рассказать о своем плане или своих каких-то дальнейших намерениях и услышать обратное мнение, где-то его подкорректировать, если оно не так, или наоборот получить какой-то отдельный совет и улучшить даже то, что я не учитывал. Потому что, ну, во-первых, одна голова, две лучше, во-вторых, все-таки женская точка зрения бывает очень иногда полезной, она учитывает какие-то те нюансы или проблемы, которые я мог вообще не учесть. Я уже не говорю о том, что просто обычный разговор ни о чем тоже иногда бывает очень приятен, и ну, мне классно, когда сидишь в вэне весь день, иметь возможность поговорить с кем-то рядом. Тем более, что, как я уже сказал, Лена тоже интроверт, и она не будет сама там меня наслаждать вопросами или какими-то разговорами, но вот когда мы иногда чувствуем, что нужно что-то спросить коротенько, то всегда можно это сделать и получить ответы, пообщаться. В общем, как бы в этом плане мы очень уравновешены, и нам достаточно общения друг от друга, то есть никто из нас не перегибает палку в этом плане, мне очень комфортно. Третий момент, он такой немножечко банальный, он такой немножечко стереотипный, но я чувствую, что через девушку в автодоме, через ее присутствие в моей жизни сейчас я где-то немножко самореализуюсь. Например, раньше я мог готовить какую-то себе простую еду, там, или там, не следить где-то за порядком в доме, не делать каких-то там других вещей, может там даже душ не принимать каждый день. Сейчас я становлюсь более, так сказать, самокритичен, я где-то становлюсь более креативным. То есть, ну, девушка в автодоме, красивая, умная, замечательная, она вдохновляет. Она как муза, ну вот если прям совсем банально. Есть место как бы улучшению, есть место уюту, комфорту, которые с помощью вот присутствия девушки начинают в моем автодоме появляться. Следующий момент, следующий плюс, это то, что у Лены есть очень большой опыт путешествий, опыт решения проблем в путешествиями, опыт выбора интересных мест для путешествий. И, конечно, она всем этим со мной делится, и я что-то новое для себя узнаю. И мне это, ну, в общем, очень полезно, потому что мое путешествие, сейчас понимаю, стало гораздо более приятным, гораздо более комфортным. Мы находим более интересные места для ночевки, мы находим более интересные места для посещения. Какие-то новые хайки, какие-то новые, в общем, достопримечательности, которых я мог не замечать, не подумать. Вот Лена со своим опытом умеет очень классно находить. Она видит какие-то новые ракурсы для моих фотографий, для работ. Очень важно, кстати, сказать, что я занимаюсь стоковой фотографией. Теперь у меня есть полноценная модель для стоков. То есть я могу фотографировать не просто гору, не просто реку, не просто красивый город, но с Леной вместе с ним в кадре. И это, конечно, ну, само по себе добавляет сразу несколько уровней для продажи моих фото и видеоматериалов. Я пока еще это делаю не очень широко, потому что я понимаю, что Елена стесняется, и как бы я еще не перестроился, чтобы думать о том, как снимать все мои кадры привычные, но уже с присутствием красивой девушки в них. Но вот я к этому иду, я это развиваю, и действительно это мне помогает сделать очень классные, востребованные фото, видео материал для продажи на фотостоках. Мы идем на очередной хайк, и утро, 6-7 утра. Лена пока еще не до конца проснулась, а значит, может
возможно, сказать мне всю правду, думая, что она еще спит. 2 недели мы пропутешествовали вместе, так? И просто хотелось узнать, Лен, как ты себя чувствуешь вот за эти 2 недели? Насколько тебе было привычно, непривычно путешествовать в таком формате? Со мной, который подрывается каждое утро на хайке, у которого все очень плотненько, забито время. И не ушатал ли я тебя до сих пор? Ну, это не мой формат, наверное, но в то же время это интересно. Мне хотелось попробовать, мне хотелось увидеть максимум Вашингтона, пока есть возможность по погоде. Но обычно я путешествую гораздо медленнее, я встаю гораздо позже. Я немного устала, потому что мы хайкаем каждый день. Я тоже никогда так не делала. Я не видела столько рассвета в своей жизни. И вряд ли еще увижу. Я хочу выспаться. Просто где-то осесть после этого путешествия на недельку, на 2 и просто спать. Но в целом это все было оправдано, потому что и мест много, и погода скоро может испортиться, поэтому все это понятно. Оно того стоило. Зима близко. Ну да, но вот у нас последние солнечные деньки, то есть их надо ловить, надо вот так вот гнать немножечко, а отдохнуть можно когда-нибудь на пенсии. Поэтому все круто. Покой нам только снится. А еще ты мне готовишь кофе по утрам, поэтому ты прощай. Ох, спалила контору, ну что ж такое? Не, ребят, это не каждое утро происходит. Был один раз, когда я не готовил. И ты выжил все-таки. И я выжил, да. Ну и раз уж зашла речь про заработок и про работу, давайте не будем кривить душой, все это в Ютубе понимают, но почему-то никто об этом не говорит. Девушка в автодоме сразу поднимает твой рейтинг на YouTube-канале и по просмотрам, и по популярности, ну, на несколько уровней вверх. И я вижу по своему последнему видео, какая-то тема для вас интересная. Мне самому она какая интересная, ну а для вас тем более. Так что да, конечно, появление замечательной, красивой, умной и доброй девушки в автодоме помогает развитию канала. Так что да, я с этим согласен, да, я Лене за это очень благодарен. И я надеюсь, что она поможет моему каналу немножечко быстрее развиваться вот за этот месяц, чему я действительно очень рад. И вот сейчас мы уже находимся в штате Вашингтон. Мы буквально неделю назад туда приехали, уже успели сделать пару классных хайков. И сегодня вот первый дождливый день, когда уже реально в Вашингтоне чувствуется осень, чувствуется холода, тучи. Надеюсь все-таки, что до конца месяца еще будут солнечные дни, потому что еще 2 национальных парка у нас осталось посетить. Посетили мы сейчас Northern Cascades, будет у нас еще Olympic и Mount Rainier. Друзья, у меня такой нескромный вопрос. Я уже давно с женщинами не жил. Скажите, у них у всех такой хороший аппетит, потому что я как-то не понимаю, где я пропустил черную дыру, потому что вокруг меня только вот пустые какие-то контейнеры, миски, чашки, и холодильник, значит, оставляет желать лучшего. Он был полон буквально 2 дня назад. Если бы не грибы, которые я насобирал вчера, то, наверное, вообще уже нечем было питаться. Но, благо, еще ягоды остались, вот. Посоветуйте что-нибудь. Может, какой-то это трюк? Как можно вот столько есть и при этом оставаться таким стройным и красивым? Я не понимаю. Я интроверт. И хотя Лена тоже интроверт и тоже любит тишину, спокойствие и одиночество, мы на такой маленькой площади все равно постоянно общаемся, постоянно нам приходится пересекаться, где-то мешать друг другу, где-то помогать друг другу, но это все равно коммуникация, которую интроверты не очень любят. Плюс специфика моей работы, обработка фотографий и видео, это требует концентрации, это требует внимания, тишины, спокойствия. И когда рядом со мной на соседнем кресле девушка постоянно тоже работает, во-первых, в принципе, кто-то присутствует, во-вторых, постоянно работают там инстаграмы, телеграммы, тиктоки, рилсы, ютубы, и там надо что-то нажимать, вот это вот все шевеление, конечно, меня очень сильно отвлекало и поначалу даже бесило. На билет в Азию. Я всегда... Булка с маком, а ватрушка с кулебякой, ай, кер.
Но, скажу честно, через неделю я уже перестал это все замечать. Я уже привык к тому, что рядом есть приятный человек. И даже когда Лена куда-то уходит там по делам, мне уже такое чувство, что кого-то не хватает, что как-то уже как-то пусто стало в Вене, да, то есть это, в принципе, даже в какой-то момент становится приятно, когда рядом кто-то есть и можно с кем-то поделиться мыслями, там, показать что-нибудь прикольное на видео или на фото, которое обрабатываю, и просто пообщаться. Вот они все женские колдовские штучки. Что это такое? Что это за сыворотка правды? Молодость. Молодость, вечная молодости. Вот так вот и живем. Смотрите, все вот заставлено какими-то сыворотками тут. Шампуни, баночки, тюбики, какие-то пузырьки. Ладно, не будем показывать, что здесь. Мы пришли в самый дорогой немецкий ресторан в Вашингтоне, в штате Вашингтон. Но поскольку мы бомжи и у нас денег нет, то мы заказали себе воду. И вот сейчас пьем с удовольствием воду. Очень вкусная вода, горная, альпийская, и она бесплатная. Как тебе вода на вкус? Очень вкусно, скажи. Еще со льдом. Да, с льдом. И тут еще можно бесплатно сходить в туалет и обмыться водой из крана. Всем рекомендую этот городок, Leavenworth. Тут можно поощутить вкус Баварии, и даже на запах оно очень вкусное. Что же еще? Я думаю, самый последний такой плюс, он даже не то, что плюс, это такая глобальная вещь, которую я чувствую, смотря на Лену, смотря на ее образ жизни, на ее опыт, то, что такая жизнь реальна, такая жизнь не просто возможна, но она еще возможна счастливой, и счастливой на долгое время. То есть 9 лет Лена путешествует, и сейчас я не вижу в ее глазах ни усталости, ни разочарования, ни какой-то страха чего-то еще. Я понимаю, что, наверное, мой выбор был тоже правильный, и дает мне какую-то надежду на то, что он не просто правильный в данный момент, а что если я буду честен себе, если я буду следовать зову своего сердца, продолжать этот путь, то я не выгорю, то через несколько лет, 5-10, там не знаю сколько, я могу оставаться таким же счастливым, таким же энергичным, таким же воодушевленным, и всегда будет что-то новое, что будет меня удивлять в этой дороге, что будет меня вдохновлять, что будет меня радовать, и оно не надоест. Вот это вот Лена дает мне эту уверенность, эту надежду на продолжение этой счастливой жизни, которая у меня сейчас есть. Вот за это я ей офигенно, очень сильно благодарен.